Липаса. Ну, а там что, тоже какой-то музей? Его дом, да-да-да, там тоже очень красиво. А это кто? Альпасас. Это тот, который захватил нашу Грецию. Самый богатый. И влюбился. В гречанку. Да-да-да. Ну, так всегда. Нам сейчас прямо? Не, пока нам прямо, ребят, Он нам был прямо. человек Да. или животное? Я думала, это город. Кстати, в этой деревне две мои подружки живут. Поедем в гости. Да, можно, они на работе, конечно. После 3. А вот какая-то церковь, смотрите. А здесь прямо? Современная. Нам пока прямо, да, пока нам прямо. Это современная, так? Да, это все современное. А Кстати, ребята, в Халкидиках большая часть людей приехали именно из Турции. Вот сейчас в Петралуна, куда мы едем в пещеру, в 24 году, когда, значит, из Греции турки должны были выехать в Турцию, а оттуда во всех греков переселили сюда. И вот из Каппадокии наши понтийцы переселились вот в эту деревню Петралуна. И нечаянно вот эту пещеру, кстати, в 60-м году просто люди заходили туда, выходили, и животные, и у кого-то потерялась барашка. И он побежал за ней, и вот нечаянно нашел эту пещеру. серьезно? Серьезно, серьезно. А сколько лет она ж, В пещере Да. некоторые черепа, которые нашли, некоторые говорят 1 000 000 лет назад, некоторые говорят 600 000 лет назад. А и то правда, по-любому, ничего себе. А черепа кого? Людей. Которые жили в этих пещерах, животных. Ну они какие, как это, имели какое-то название там? Homo sapiens? Хомо. Homo? Сейчас мы есть музей, в музее все увидим. Обязательно. Да. Можешь представить, да? 1 000 000 лет назад. Да ты шо? А тут прям красная почва, смотрите. Да. А почему красная? Глинистая, наверное, да? Знаешь, да, я думаю, что черная она более. Плодородная. Да. Ну, там, где была потемнее, там не было таких садов. Здесь прямо сады пирамиды или пирамиды, короче. Чьи-то сады. Да, Ты же видишь, сады. как красиво. Все частное. Кстати, Столько в Греции, оливок, виноградники. все частное. Все частное, государственного нет ничего? Государственное нет. Есть и государственное, но большей частью частное. Государственное, опять тоже знаешь, Вот. чьё-то. Виноградники какие хочешь. А мы проезжали такие красивые, прямо столбики и сверху теном накрытые. Ну, сам тен был свернут такими калачиками. А видать, когда сильно солнцепек, огромная жара, накрывают. Да, это первый сорт, кстати. Когда сверху покрывают, это первый сорт. Это Самый благородный, самый вкусный. Виноград и вино, соответственно, из него. Кристина, а вы в Грузию, когда ехали, вы через Стамбул ехали? Нет, напрямую в Кутаиси. Ага. Самолет есть. А, вы на Мы самолете? на самолете, да. Понятно. Кстати, у нас тут еще наверху есть один хороший ресторанчик. О, пойдем туда обедать. Но он после 6 открывается. Слушайте, вот у вас здесь, конечно, не пообедаешь, да? Да. Все только ужинают. А мы позавчера зашли, сколько было? Ну, часов 5. Людей никого в ресторане. Я за всю жизнь не видел официанта с таким недовольным лицом. Он так это делал. Только до меня потом дошло, что это если бы к нам в ресторан, мы работаем с 10, если бы к нам кто-то в 8 утра пришел, и я думаю, мы бы его также встречали. Хотя это не про нас. Но это просто было, я даже не знаю, это 5 баллов. Мы даже хотели уйти. Мелания превзошла наши, как это, вот Мелания, это вот спор. Стопы, не обращайте внимания. Говорит, здесь будем. Ты, да, ты. Вкусно там тебе? Вкусно. Вот это, вот эти. Где, справа? Вот справа, вот. Это все вот наши барашки, козы. А, вот там вот это ферма, да? Да, и таких, знаешь, в горах у нас очень много. Мы когда на Средний Палец ездили, мы видели эти кошары, они стоят. Прям наверху там. Да-да.
и стада выгуливаются. И прямо у меня аж библейская картинка такая. Да, знаешь, вот В голове возникло. В Греции хорошо, что пока у нас все натурально. Эти барашки, козы, это натуральное пока. А как они Дождик. натурально? Дождь, а ты что, ребята, загадывайте желание, откуда в Греции дождь? Обалдеть! Ты что прямо? Потому что лето уже закончилось. Тогда прям... Так у них даже зимой его не дождешься. Ёханый бабай. Пешком туристы пешком в Петралу найдут. Вау, они это дети пешком. Не-не, Вообще. похоже на туристов. Дети туристы, да. Кристина, а как они могут быть не натуральными барашками? Ну, смотри, когда Геномодифицированные. животные и бегают, ходят, это значит, что они натуральные. Что? Если не ходим? Сейчас, а здесь не ловит солнышко радио, подожди. А если не ходим? А значит, они кушают все подряд, что непонятно что. Вот еще, может быть, в этой деревушке будет какой-нибудь кофе. А ты хочешь кофе? Я нет, не хочу. А. Просто я хочу вам найти какой-нибудь... Я тебя умоляю, нам не надо искать, я взял все с собой. такой- У меня горелка и газ-баллончики, Не, я тебе Кри- покажу, это кайфанешь. Это Шо? Кристина хочет такое аутентичное, настоящее. А, именно кафешку? Ну да. Ну хорошо, мы найдем локацию, я там сам себе свою. Главное найти эту кафешку, если она есть вообще-то. А это старая или новая? Все новое. Эти все деревни после 22 года. Вот После когда- 22-го? Ты же когда въезжаешь, читай Нео, Нео, Нео. Да, Если да, это Нео, да. это значит новые поселения. Как? 2 года. Не, 1922. 102. Ну да, получается. Ты же так недавно был юбилей. Вот тут вся Греция, А, кстати, да, да. вся Греция отдыхала тут. Да, кстати. Вы, в да. принципе, и так тут сильно не напрягаетесь. А в такие дни так это вообще елки-палки. Кто ж за вами Если бы ты к нам еще приехал лет 15 назад, вот тогда Вообще не никто шевелились, да? напрягался. Ты шо? Так, ну мы же еще вот каплычку мне должны найти, ребята. Да найдем. Кристиночка, Да. а Паисий это кто? Паисий это наш святой из новых святых. В Ага. 94 году он уснул, в 1924 году он родился, но он родился в Турции. И, кстати, тоже из тех людей, которых гоняли, и семья вынуждена была выехать из Каппадокии, кстати, тоже. Мы были в Каппадокии. Были, да, красиво. Вот. А мы ехали, я он сейчас вернулся к этому разговору, просто в кадр не попал, а людям таки интересно. Мы проезжаем, Катя интересуется, что это за красивые огромные деревья стоят. Кипарисовики. И Кристина говорит: Миланюшка, ты тоже послушай, тебе это пригодится. И Кристина говорит, что они больше 20 лет в Греции не живут. Но это не про те кипарисовики, которые посадил Паисий. Ну ты видишь, какой он удивительный? Он знал дату своей смерти, сам себе могилу выкопал. Направо, налево? А вот да. указание. Да, указание на Салоники. Слушай. Направо пойду. Стоп, подожди, стоп. А Да. мы не зря остановились, Катя, посмотри, этот же гордос, этот живописный. Ты можешь высунуть свои 2 руки туда? У меня зум есть, как ты говоришь. Оделась в белое, и Я что, тебя умею сегодня не пользоваться. беспокоит? Обалдеть, и море. Да ты своей геморджобой все закрыл. Кристиночка, Да. а у вас есть грузинские корни? У меня нет, у меня греческие корни. Ладно, для тех, у кого грузинские корни, специально для вас я делал. Друзья, всем привет, с вами Дискрип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Ага. Сегодня опять та же культурная программа. Не та же, а новая. Нам нужно повернуться обратно. Вообще отсюда уезжаем. Короче, поздоровался и хватит. Зато Посмотрели? какую красоту посмотрели. Мы потом выйдем из пещеры, будем здесь с вами ездить, смотреть красоту. Катенька, так я и тебе окно открою, Ох, родненькая. спасибо. Ёлки-палки. Ты видишь, какие... Ох, какая красота. А ты посмотри направо. Видишь, там возвышенность? Это уже Возвышенность тебе видно? Ты же видишь, вот возвышенность. И вот Вот это право. такая вот ущелье. Или как это? То право, а то лево. Ты. Очень красиво. Недолго музыка играла, вот мы и вернулись. Куда? Здесь направо или налево? сейчас налево. Вот, Cave of Petralona.
О, собака. А тут что, еще и поезд есть? Да, малюсенький такой есть, туристический. Только я А его он, не вижу. куда он ведет? Наверх на Петрову. Greek Art Market. Да ты что? Маркета. Хоть пещера-то открыта? Ребят, нет, поезда нет, значит мы поедем на машине. Как-то поверни опять А где назад. должен быть поезд? Ну, он обычно тут паркует. Раз его нету, А, видимо... вот такой. А, поезд это в смысле само название, да? Потому что рельсов я не наблюдаю. На колесах поезд. Я понял. Это называется троллейбус по-нашему. Ну, может. Троллейбус с усами и с электричеством, а он Катя, успокойтесь. автобус скорее, Сережа. А такие, знаешь, у нас туристические есть, типа поезды на колесах. А вот я вам потом покажу поезд настоящий греческий. Греческие. Скоростной? Ну да, там, где возле метеоры. Да. Так, вот. Хорошо, а впереди одна большая гора. Это не там-то пещера? Да, туда мы едем. Получается, здесь я еду прямо, да? Да, только смотри, осторожно. Я знаю. Вот здесь вот Знак стоп. знак стоп, а вот здесь вот указатель. Cave of Petralona. А то настоящая собака? Конечно. Да. Ульяночка, ты у Я нас думала, слушай. это не собака. Слышь, таким автомобилем и поезд не надо. Валим. Блин, ну красиво, елки-палки. Ты что, если бы у меня была, как это, недалеко такая гора по месту жительства, я бы сам там пещеру продолбил. Что, по асфальту едем, да? Дорога, да. Блин, а колеса таки просятся в бездорожье. Скажите мне поехать налево или наверх. Побуксовать. Поедешь потом. Да, как понимаешь. А, так уже и приехали? Уже приехали. Чего ты? Катенька, это, помнишь, мы в Румынии были, в этот парк и ездили, известный динозавров. И там такой вагончик и трактор к ним пристегнутый. Конечно. И точно так же он просто наверх тебя в замок поднимает и потом спускает. Вот тебе и весь поезд. Так, осталось дело нехитрое. Паркуемся. Так погода такая, Кристина, все ж время на море. коротают. Да, на море. Не одни мы такие хитрюли. Слышь, оператор, так может я и поздороваюсь по-нормальному, а? Да нормально ты Там мне надо поздоровался. рукой махнуть, чтобы аж ветер Да ты создать. просто махни рукой тогда, причем Ладно. поздороваться. Ты что, детский садик заехал, а? Что я хотел сказать? А я смеюсь, слышишь, с того, что как выключают погоду. Вчера Миланя в трусах, сегодня в куртке и в шапке. Я же за это и хотел сказать. Короче, это мне с утра звонит там Афродита и Сережа. Так и хватит талапаться в наше море. Уже успокойтесь, не делайте мне нервы. Елки-палки. Тут есть что посмотреть. Халкидики. Тут плюс-минус 5-10 километров. Ребята, не хватает пленки на фильмоскопе. Столько удивительного. И одно место сегодня для вас покажем. Пещеры старинные. Да ты шо? Так, машину закрыл, люка взяли. Дети с А нами. пойдемте все тропинкой. Опля! Тут есть ступеньки, а есть такие для многодетных. Что вы там нашли? Зизифус? Катя, я такой дуб никогда, это желуди. Как Вот такой греческий дуб, ты посмотри. Листья, как у зизифуса. Катя, иди посмотри, здесь по-любому где-то есть белки. Алена, посмотрите, что это? Белки есть у нас. Да. А ты что, его ешь? Да. Елисей, не гони. Ты же не белка и не дикий кабан. Катюня, Обалдеть, слушай. сорви ребенку. Так а как его есть? Вот, Та- я кушаю. Есть его не Ты надо. его чистишь? Да, я почувствовала это. Один И там орешек? Солнышко, на тебя красивый, но не кушай. Его нельзя есть. На. один раз с этим откусил. Не хочу, благодарю тебя. Слышь, я понял тебя, Елисей, чем кормить. Комбикормом надо. Макухой. Всем подряд. Человеческую еду не ест. Ох. Зато все, что растет на деревьях. А мы все листики похожи на дубы. Ты что, да я такого никогда не видел. У нас дуб совсем по-другому выглядит. Геть другой, абсолютно. Вот Большое дерево, извилистое. От начала и до конца. Листы, сами листья вот такие вот большие. А вот плоды очень похожи.
Я точно знаю одно, что этими сильно в бане не попаришься. А что, разве Синяки у нас будут на дубами- жопе, Катя. Дубами парятся? Не, как это? Не пытайся делать из себя, чем ты есть. Есть такая поговорка. Так, погнали. Ребят, я тут буду сидеть, а вы без меня уже дальше в пещеру. А что, вам сегодня в пещеру нельзя? Просто гигантская собака, да? Я в том, что обнимался с собакой. Да, с такими же. Так Конечно горные же. собаки. Огромные. Что это? Билетики держи все. Кристине взяли? Не согласилась. Чего? Что, детям фри? Ну, не знаю, фрили. 20 евро я заплатила за это. У нас нету свободных носочков. Зачем? Слышь, как это смотреть? И так красиво. Елки ты палки. И так тоже ничего. Вот это да. Вы идете с нами? Конечно же. Конечно, и в пещере, где угодно. Да что ты, как ты успокойся. Все нормально. Займите очередь. Займем очередь, да. Просто гиганты. Красивые, да, мощь, Как конечно. турецкая порода этих овчарок называется? А мы как смотрели с тобой, Тю, я не блин, помню. забыл. Забыла, Короче, да. вот такие вот. Они по пояс это самые маленькие считаются. Ага. На А как это? Да я пока вспомню, нам люди в комментариях напишут быстрее. Но они тебе по пояс, Елисейка, представляешь? Если голову поднимают вообще просто как настоящий теленок. А лапа ты, когда огромная. был такой, как Ульяна, вы были одинаковые с собакой. Я в том, что с ними обнимался. И здесь тоже можешь, но не рекомендую. Ты видел, какая там красота? Конечно, видел. Просто. И недалеко. Слушай, а что, то салоники с правой стороны там? Да, Кристина. Салоники с правой стороны или нет? Что? Нет, салоники туда еще правее, их отсюда не видно. Смотри, на Ох ты, хвост что, не ставь. вот они, эти черепа, елки-палки. Так может сэкономить и не заходить, даже все увидеть и почитать. Только на греческом, на английском больше нет языков. Да ты что, нам больше и не надо. Елисейка, ты посмотри, какие раньше люди были. Ты понял? Как хищники. А это камень из почек. Катя, слышишь, а ну наведи на QR, может. Нам... что? Ну если человек сидит дома, сейчас к телевизору телефон поднес, а нам бац и важная информация, ты поняла? Что за люди, что за хома, что за... Как это? То ли миллион, то ли 600 тысяч лет тому назад. Обалдеть. Кстати, написано 600, 300. Получается 900. Я нормально считаю. Если плюс-минус, да. А если еще добавить твой миллион, то вообще получается это 1 900 000. Ты что, 2 миллиона лет тому до нашей эры. Боже мой. Разве эти, как это, буковки имеют значение, когда перед тобой такой шикарный вид? Я тебе говорю, когда, как хорошо здесь в солнечную погоду. Хотя в солнечную на пляже ничего, да? Не, ну я Всему тебе... свое время. Катюша, я больше чем уверен, что это знак сверху. Пора Ну, уже, покупались, да? хватит, да, Немножко хочется же людям окультуриться. показать. Тут же целая куча всего. Гуляй не хочу. Лопоухая. Шо? Пальцы вкусные. Тихо, вот так вот. Белый так хватает. Что, билетики? А, помадку? Вот ты, девочка, тебя не перепутаешь, на. Не-не-не, распечатай сначала, а то губы будут синие. Открой ее немножко. В другую сторону. И намажь себе, красавица, все. На и тебе. Дети, ждем. Ульяночка, когда кушает собака, трогать ее нельзя. Ты что, мы же вас накормили, Такое ёшкин ты правило. кот. Хе. Занимайте очередь. Давай свою сумочку сюда. Билеты есть? Ох, ты сегодня Получается, даже что? часы напердолил. О, все. Катя, ты что, не видишь, что я красиво оделся? Это же не по пляжу шары гонять. Тут все известные приехали со всех стран. Получается, Милане, Ульяне бесплатный. Елисейка еще тот писюн на 4 евро натянул.
Ну а мы с вами по полной программе, да? За вами очередь стоит, что ты стоишь там? Извините ее. Как будет Уля, не по-гречески? сиди на холодном. Как называется? Эта гора называется Кацики, перевод козы. Ну, Козы. козы пасались. Ага. Елисей, давай билеты. Ясас. Все, а остальные забирает Ульяна. Ульяночка, бери. Thank you. Евхаристо. Катя, ничего себе. Что? Что? Елисей, давай билет. Давай билет. Дай билет. Пошли. Сережка молодец, всем раздал и показал. Вот голова Хорошо. мужская. А что отсюда изумруды вывозили? Естественно. Да ты шо? Получается... Что вы так одели, здесь тепло? Можешь представить, веками тут люди жили Ага. в этих С пещерах. козами. Идем. Ну, тогда да. Слушайте, и вот этот вход, Настоящий? Да ты шо, елки-палки. Вот это дырка. что этот вход? Этот вход веками люди жили. А потом дальше, когда мы пройдем, нечаянно потом нашли все остальное. Короче, вот в то этом есть маленьком тут кусочке. жили, а вот ту основную часть нашли в 60-х годах. Да. Вот как только мы дойдем, где есть черепа, не знаю, сохранили ли или перевели в музей, но точно будет показано, где именно. До того места люди жили веками. Я понимаю, что у вас здесь даже козы неспокойные. Это ж надо было столько лет. Просто их тут прятать, грубо говоря, от ветров, Да. от холодной погоды. А одной козе не имется. Она думает, елки-палки, ну что же там, где темно? Температура, кстати, тут постоянно. И пошла. Одноэтажно, да? Ну все, как у нас в катакомбах. Ох, смотри. Дети, смотрите. Хотя внешне как будто бы должна быть О, влага. Катя, ёханый бабай, здесь вспышку не выключай. Катя, тут что наверх, что вниз? Подожди, а где мы в чем-то подобном были? Ну, много. В Турции? Или В где? Румынии мы были. В Румынии? Посмотрите туда. Да ты что? Это что, соль? Или нет? Лизать не надо? Могу. Хотя я могу. Ага. Катя. Вот, до этого, вот эта вся часть пещеры, люди тут жили. Просто пещера. Да. А потом коза маленькая пошла по трещине, пошла. Куда-то побежала, и он побежал за ней. И неспокойный пастух Да. полез за ней и оттуда крикнул «Эврика!» Правильно? Это же фраза с Греции пришла. Греции, да. Все. Нашли, Эврика нашли. Какой ты молодец, Сережка, ты столько всего знаешь. Бросаю карасей в экскурсоводы пойду. Ну, не знаю я. Вот, кстати, вот тут черепа нашли, вот тут. Ага. Нашли? Хом. Черепа. Потом в музей, когда... Череп, кости, которые находятся в голове. Это тот человек, который играл в прятки с той козой, спрятался, и все, а потом забыл дорогу назад. А вот там циферками указано, что где было найдено. Видите, дети? А в музей мы зайдем, там будет написано 20, 19, и мы сможем понять, что там было. Артефакты. А тут еще не прятался? И, в принципе, вот, где-то тут вот начали бежать, и вот нашли... Дальше продолжение. Ага. Сталактиты. А вот он соль реально. На потолке. Представляешь, Елисейка, что под землей может быть? Ты сейчас как раз изучаешь. А вот теперь я поняла, что под землей всегда. Hello. Спасибо. Слушай, чипсы, и нечаянно этот чипс упал на один сталактит. Да. Слушал чипсы. Мужика нечаянно упал и испортил целый сталактит. Серьезно? Серьезно, да. Ух, как А важно. я всегда говорил, что чипсы тяжелый продукт. Да. Это что, колодец там? Как страшно, папа. Но ты видишь, до сих пор ведут раскопки. Здесь стоят эти... Что-то под
Стены железные. Тут копать не перекопать. Ну, это, наверное, устанавливали, когда раскопки, поставили эти пластины, чтобы не разрушилась эта стена. Страшно. Ну, чего Елисей, страшного? ты посмотри вот туда, сейчас кайфанешь, наверх, смотри, как уходит. Это мы, Там люди копали. это мы в трещине земли, понял? Это ж все сказать, мы под упали. землей. Боже мой, какой зал прямо концертный. Теперь я узнала, что под землей. Вот видишь как? Миланя, ты видишь, какая красота? Пап, теперь я узнала, что под землей. Солнышко, в твоей жизни еще будет много удивительных открытий. Жарко вам? Она не повторяет за тобой, раздевайся. Здесь на самом деле жарко. Как ты понимаешь, она сейчас хочет вам помочь. Так как мы не слышим, у нас собственный гид. Ага. Ой, спасибо. Δηλαδή, άμα σταθείτε εκεί, προχωρώντας και δείτε προς τα πάνω, θα δείτε ένα φως. Το φως αυτό το τοποθετήσαμε εμείς για να δείχνουμε πού ήταν μια από τις δικές τους όρους. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η φως έχει κλείσει τους προϊστορικούς χρόνους. Το 59, όπως είπαμε, μπήκε ένας κάτοικος εδώ τυχαία. На метафрашу. Смотри, вот эта часть. Зал это, этот. Да, это естественные сталактиты, и вход вот там, где свет, он был естественный вход, но сам закрылся. И вот в 50-е годы именно оттуда. Коза вот это и Коза, пробралась. да. Получается, его завалило, и было только маленькое ущелье для козы. Он начал рыть и говорит, о, Да. И короче, он- оттуда Эврика пошла, не отсюда. Оттуда. Λοιπόν, το 59 μπήκε ένας κάτοικος ο οποίος έψαξε για 59 νερό, году. τυχαία βρήκε μια φυσική σούδο και μπήκε και ανακάλυψε το σπήλαιο. Το 60 πήγε Στα ένας ρούτσκα άλλος μου. κάτοικος και φάντασε ότι μπαίνανε Σταλακτίτη. άνθρωποι και στο μέρος που είναι εκεί κάτω ανακάλυψε ένα κρανίο, το οποίο το παρέδωσε στις αρχές. Так, все правильно, все правильно. В 59 году заходит первый, который просто это видит, а в 60-м году заходит и находит эти черепа, вот именно там, где я Όχι вам από εκείνη показала. την είσοδο, από άλλες είσοδος. από έτσι. άλλες. Αυτή που ήρθαμε είσοδος είναι τεχνητή, την κατασκευάσαμε εμείς. Δεν είναι. Это искусственный вход, Ага. потому что не было варианта, чтобы не испортить ничего. Я понял, να μπω понял. μέσα. Понял. Вынуждены были. Όχι, μου είπε να μπω μέσα γιατί έχει 65 άτομα. В Италии, не помню в каком городе, есть памятник козе. Она подошла к винограду, объела его, соответственно, его почикала. И после этого урожай стал в разы лучше. Вот там, а что здесь нет памятника козе? Λοιπόν, το κρανίο είναι στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στο τμήμα Γεωλογίας. Αλλά θα δείτε ένα αντίγραφο αυτού κάτω στο. Это натуральный череп находится в Салониках в институте. До сих пор А исследуют. это искусственный Макет. череп, да. Ну, главное, чтобы был найден здесь. Да. Το ίδιο είδος με τον άνθρωπο τι κάνει. Που είναι ο πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ. Έτσι. Δεν Ο ξέρω άνθρωπος πώς να μεταφράσω αυτό το στο Νεάντερταλ έτσι θα το πείτε. Δεν έχει. Άντερταλ. Αυτό Νεάντερταλ. Неандертал. Неандертальцы. Ο πρόγονος του Homo sapiens που είμαστε εμείς. Ага, Δηλαδή είναι это ο προπάπος еще, του Homo sapiens. это еще раньше, чем Homo. Ого! Ого! Λοιπόν, για ένα εκατοστό σταλακτίτη χρειάζονται 40 Ты тоже в шоке, да? χρόνια. Ребят, вы не поверите, один сантиметр, чтобы Выросло? выросло, нужно 40 или 100 лет. Да. Да. Это как надо беречь. Блин, так на... Κρανία από ελέφαντες, όχι κρανία, συγγνώμη, οστά, από ελέφαντες, αρκούδες, ήενες και μη σαρκοφόρα ζώα και έχουν βρεθεί και πολλά λίθινα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο προϊστορικός άνθρωπος. Так, Елисей. вы не поверите, нашли кости даже слона. Значит, Мамонта. Мамонта. когда-то тут жили слоны, лев, ну, все такие медведи и все прочее, прочее. Το σπήλαιο χρονολογείται ενός εκατομμυρίου έτος. А вот, эта пещера точно, 100% миллион лет, это однозначно. Η διαδρομή που θα κάνετε είναι 250 Пещере миллион μέτρα. лет. Сейчас мы пройдем 250 метров. Как по мне, так все просто. Берешь рулетку и меряешь, правильно? Το σπήλαιο είναι 11.000 τετραγωνικά μέτρα, 11 στρέμματα. Вся пещера 11 квадратных тысяч метров, но мы пройдем всего лишь 250. Понятно. А вся? Είναι 11 στρέμματα όλο το. Также у нас в Одессе тоже катакомбы. Они просто необъятные. А есть туристический маршрут, там 3 этажа. И там люди гуляют.
Дети, вы Есть видели дикие эти катакомбы. сталактиты, вот эти сосульки, чтобы вырос 1 сантиметр этой сосульки? Катюшка, смотри, повернись. В 59 году Вот отсюда лучше видно. Сейчас я расскажу. Да. Не совсем такое мы пытались сделать. Из соли. Вот через ту щель. вот первый вход человека в 59 году нечаянно. Благодаря козе. Он, наверное, обалдел. Τη διαδρομή τώρα και θα σας συναντήσω μετά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να σας πω μόνο κάτι αν θέλετε, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Слышишь? Ну, потому что здесь такое, ты находишься под землей. Ты посмотри. Чтобы вырос Вот этих 1 размеров. сантиметр, Елисейчик. Еще самое важное, где есть свет, это называется занавеска. Потому что она настолько, вот если обратишь внимание, как занавеска, миллионами... Да, он тюль такая свисает. Чтобы, ты можешь представить? Μπορείς να δεις από την για να βάλει το χέρι να πεις χωρίς να τα αγγίξει. Δεν τα αγγίξει. Елисейчик, я уже 10 раз хочу тебе сказать, чтобы вырос 1 сантиметр вот этой сосульки, должно пройти от 40 до 100 лет. Сантиметр сосульки. Представляешь, сколько лет этой пещере? Сколько оно Берешь нарастает? рулетку, меряешь и умножаешь на 100. И получаешь количество лет. Вообще-то на 40. Ой, Катя, ты посмотри, прямо это картина какая-то. Смотри. Люди, медуза. Все. А вон человек правее, ты видишь? Боком сидит. Сюда смотрит, нахмуренные глаза. Обычно влажно. в Цицерон, таких тут пещерах. все. Ты видишь динозавра? Как природа рисует, какие картины. Ручеек шел. Вот глаз. Вот это его зубы. Катенька, ты снимай там, где подсветка, потому что я не знаю, насколько передаст фильмоскоп. Ты видишь, да? Видишь, капельки воды есть. Сынок, смотри, это соль, которая вот так вот за миллионы лет превращается в камень. В хрупкий, сухой камень. Вот сейчас происходит вот это вот старение. Кристаллизация. Кристаллизация, да. Молодец, Елисейка. А может вот это потрогать? Не нужно. Они очень хрупкие. Один ребенок кушал чипсы, пронес на кармане с собой контрабанду, да. Сюда нельзя ничего брать. Кушал, увидел очередной шедевр, открыл рот, и из него выпало. И этот маленький чипс упал и разрушил вот таких размеров сталактит. Здесь даже кричать нельзя. Потому что эхо может создать вибрацию и посыпется все кедрини фени. Лучше пусть это будет не после нас и никогда. Пошли. Да вы шо, Катя, мы вообще идем в такую прелесть. Чипс упал. Чипс упал, да. Я думала, этот мальчик упал. Там мальчик, слава богу, до сих пор наказан. Катюша, хорошо, что ты похудела, родненькая. Иначе бы осталась там. Давай, проходи. Какой же ты, Сережа, Катя, это комплимент, ты в них, Хам не, всё-таки. ты в них не волочешь просто, поэтому тебе Так и хочется, реагируешь. чтобы с тобой рядышком страшненькая встань сюда, была? пусть молодые люди пройдут. Да, Сереженька? Что? Хочешь рядышком с собой страшненькую женщину иметь? Кристиночка, Толстенькую. я только что сделал комплимент, она у меня не фонтан по этим делам. Так что я вам сделаю. Вы очень красивая, изящная, худая. Как это? В прошлой жизни белоснежная женщина, да. Что? Ты думаешь, я в прошлой жизни была наконец-то... Ну, когда-то же вы должны были быть нормальной, елки-палки. Нормально, Сережа. Это тоже комплимент? За комплиментом, Кристина, он у меня гораздо на комплименты. И ты у меня молодец. Боже мой. Я впечатленный сегодня. Я даже не знаю, что будет завтра, но это Ай-яй-яй. просто... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Боже мой. Обалдеть. Так, осторожно, ступеньки, Боже, ну Катюша. ты посмотри на это. Да Здесь я можно вижу. прям медитировать. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, дай 2 секунды, я снимаю шляпу перед тем бухгалтером, который ведет учет количества вот этих вот сосулек в потолке. По-любому должен быть учет. Иначе это не дело. Да Уже ты шо? разобрались. Видишь, насколько реально, как растут снизу и сверху. Так я вам хочу сказать, это не снизу, это то, что упало сверху и лежит теперь боком. Да я уверен.
Катенька, смотри, даже здесь вот, без вспышки, ты если будешь пользоваться зумом, фотокоррекция и цветопередача сработает на ура. Возьми немножко левее, не дергайся, когда смеешься, когда же тебя научить-то, елки-палки. Господи, Катюша, я да тебе сейчас что же, верну Серёж? ребенка, возьму А что ты философ в хочешь, свои чтобы я руки вот то вот сняла, да? А, вот это? и заработаю какого-то Оскара, и с тобой вряд ли поделюсь. Ну, это, как говорится, мы с тобой Я обсудим. вижу. Не, я хочу сказать, ребята, всем рекомендую, но у кого чересчур бурная фантазия, вам сюда нельзя. Тут можно сойти с ума. Тут куда ни смотришь, везде просто даже не знаю, не хватает слов описать в голове увиденное. Фантазионы. Катюша. Просто могучее, древнее, завораживающее. Что касается моя? Что у тебя такое? Ты билет съела? Катя, тут еще красивее. Боже мой, смотри, а это прямо выросло как кораллом каким-то. Видишь? Блюдце такое дырявое. Миланечка, солнышко, не могу тебя здесь отпустить. Нельзя, тут не разрешают, тетя ругается. Ты поняла? Смотри, как здесь высоко опасно, везде ступеньки. Только с папой на руках. На, сынок. Там очень скользко. Хорошо, держи куртку Миланину неси. Ох, опять тонкая. Опять тут тонкая расщелина. Боже мой, ну это, наверное, самая большая пещера. Я тоже так считаю. Я, конечно, их не коллекционирую, был только в Нет, двух. ну мы были нескольких, Сережа. Да, ну я это... была Да, скользко. в 3 или в 4 Хотя нет, пещерах здесь- я была. В моих дюдах не скользко. Пол такой хороший, перфорированный. А, здесь, видишь, влага повышенная. Да, мы ниже спускаемся. А, вон там даже водичка есть. А я же говорю, странно, что должна быть она... А внизу, наверное, будет самая мокрая часть. Катенька, Ну все, теперь мне а чем... понятно. Солнышко мое, Ох, какие грибы, вы Смотри. посмотрите. Да, Сереж. я тебе дальше продолжу умничать. Ага. Ты знаешь, почему именно происходит? Ну, конечно, я понимаю, что Почему? стекает вода и образует такие вот... Правильно, потому что соль вытягивает влагу, то есть жизнь. Вытягивает и стягивает. И вот она стягивала, и, соответственно, растягивала зал. И получились вот такие вот огромные помещения, которым нет ни конца, ни края. И чем глубже, ребята, тем моложе. Потому что начинается все с козы. Колбаса такая есть в Казахстане. Почему ты думаешь, что чем ниже, тем моложе? А потому что я вижу по качеству соли. Что? А, Пись-пись, не, здесь нельзя, в памперс писей. Тут нельзя надо писать. терпеть. Да. Солнышко, здесь нельзя, здесь нет туалета. Да здесь даже пастухи не писали, ты чего? Писей в памперс. Но здесь нельзя, мы тогда терпим, мы скоро выйдем и пописаем. Обалдеть. И нельзя здесь кричать, ты помнишь? Кричать нельзя, потому что могут попадать эти сталактиты. Катюня, Просто гигантских размеров хорошо. пещера. А есть Огромная. сталактиты, есть сталагмиты, или как они, гниты. Обалдеть. Слышь, мы отстали от основной группы, но нам, в принципе, и не надо. Хотя он там очень интересное говорит. Сделай хоть фотографию. Ну, Кристина, кому? Мне. Для мамы? Ну да. Конечно. Давай, Ты моя вот тут красотка. Это просто... Размеры просто впечатляют. Это что-то. Катя, не балуйся. Тут посмотри, потолок лысый. Кто-то до тебя вот так вот уже смеялся. И досмеялся. Нет, все вот эти маленькие булыжники, на секундочку, это все, что отвалилось. Они, наверное, до сих пор могут падать. Будет тебе и ням-ням, будет тебе и кап-кап. Все будет. Только сегодня такая погода в Греции, что нам надо по-любому... Это целый город. То спасибо, что такая сегодня погода, иначе бы мы с этим пляжем ничего не увидели. Боже мой! О, слышишь, повторила. Боже мой? А ну скажи, боже мой. Ладно, раз А я сказала и сняла хватит. это дело. Боже мой.
Она сегодня научилась говорить Люку «фу». Красавица. А там, если присмотреться, ну, то белое. То оно пористое, как соль, Это не да? пористая, это сомкнутая пасть. Причем боковая. Лицом туда, какого-то древнего крокодила. Катя, я не шучу. Для истории это пригодится. Мелания, Вы видите, Кристина? Вот видишь, что белоснежные зубы? Это стиснутая пасть какого-то там доисторического... Все. не бойся, не бойся. Не бойся, папа пошутил. Хотя в каждой шутке что-то по-любому таки есть. А дышать как здесь полезно, 100%. Катя? Ага. Дыши ровненько и ноздрями, и чем там у тебя, там что там у тебя еще есть. Ничего больше нет. Я тебе говорю, соль, знаешь, какая животворящая? Знаю. Весь жир рассасывает. Так ей же делают соляные комнаты для детей. Все. Когда-то Елисея. Да. Да ты шо? Да ты шо? И молодцы, как удобно маршрут какой сделали, построили. Какие ступеньки правильные. Просто великолепие. Я представляю, какое оно хрупкое. Ну так вот идешь и смотришь. Это... Где ты там пропала? Да, снимала. Я смотрю, везде поломано. Это, получается, с маршрута сделали, чтобы люди себе голову не царапали. Не все что-то в гамарджобах приходят, как я. Или это туристы себе отламывают на карман? Да нет, ты что? Что ты что? Такого нельзя делать. Но там сбоку тебе чем мешало? Их там нет. Фу. Как будет по-английски? Я впечатлен. Спасибо. Сэр, я впечатлен. Это просто вау. Эвхалисто. Насколько тонкая, что Ага. Прямо мембрана. Да. Ты моя любовь. Сынок, ну они, естественно, могут это делать. Гуди. Там слева еще какой-то маршрут, но, видать, он... А тут прям Делай. такие маленькие, Всё. такие, да? Ай-гуй, визит закончился. Малыши какие-то. Катюшка, Только ты видишь, да, это молодые. Только начали расти. Ага. У них еще вся жизнь впереди. Идем брум-брум. Пошли на воздух. Кристиночка, а это шедевр. Спасибо в очередной раз. Ты что? Боже. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Ну, коза. Ну, молодец. Такие прям, да, малыши. и знаешь, более белого цвета. Красота. Таки да. Смотри. Ох ты шо. Как сладкий рис вот этот вот воздушный. Просто в пупырышках весь. Аккуратненько. Ты видел, Алексейчик? Да он все видел. По-любому что-то полезное нашли. Уляночка, проходи, солнышко. Вперед. А здесь влажность, курочка моя другая совсем. Слушай, Катюня, где ты там есть? Тут другого рода архитектура, посмотри. Ми-ми-ми. Чш, ты помнишь, здесь кричать нельзя? Все, здесь кричать нельзя. Прям что-то нереальное. Впечатляет. О, а там еще зал какой. Да? Елисейка, вырастешь? Выучишься на какого-то там исторического грека и будешь здесь лазить. Я не шучу. Почему грека он никак не сможет быть? Исторического грека. Вот же сказал. Я тебя умоляю. Катя, ты видела, какой там зал? Да ты не то снимаешь, хватит уже пупырышки снимать.
Ты что, устала, маленькая Это моя? очень красиво. Вот туда сними, ты посмотри, сколько там удивительного, еще даже никто это никогда ни разу. Мама. Только исторические греки, те, которые ведут раскопки, там были. Обыкновенному человеку туда еще пока не можно. Но даст Бог лет-то через сколько и туда построят. Да ты что? 11 километров ты говоришь, да? Это то, что уже люди... Ну да. То, что люди уже узнали. А мы всего лишь погуляли по маленькой песчиночке, 250 метров. Все, Миланька, пошли. Спасибо и козе, и грекам. Very good. Thank you very much. Халисто. Вставайте. Что, вы устали? Не, холодные камушки, вставайте. Пошли коляску искать. Что дальше, музей? Кристиночка, а это карта чего? На стене или это обои? Нет, это карта вот этой горы. Кацики. А, то, что внутри? Внутри вот эти вот пещеры, ходы и трещины, то, что изучили люди? Обалдеть. Да, даже написано, видишь, Исудо Спилио, вход в этот пещеру. Шпилио. Вот, начинается, да. Ой. Начинается, и вот это вокруг, что мы обошли, и вся эта пещера. Вот и у папы высокая выросла, елки-палки. Что прямо у те люди. Давай прыгать, иди сюда, ручку, прыгай. И опача! Чамба-чамба! А хочешь выше крыши быть? А? Да? Смотри. А ну посмотри, не видно козу там? Идем, красавица моя. Да. Так, билетики берите, ребята, билеты покупать не надо. Главное, не выбрасывайте вот те, что вы купили, потому что здесь один билет в 2 места канает. Единственное, что, Кристиночка, мы пока шли, и была удивительная прогулка. Миланя сживала свой билет, фри который. Подожди. Тут... Окей? А, все, спасибо. А, так тут даже билеты показывать не надо, нас признали. Так, дети, здесь тоже не кричите, здесь тоже какие-то сталактиты по-любому. Катя, наверное, надо идти. Ну, обычно по часовой стрелке. Извини. Ну, сейчас ты идешь против часовой. Если что. А, вот эти первые пастухи. До сих пор не могут понять, кто из них хозяин той козы. Сережа, Но не все... вводи в блуд людей. Это археологи, как первые археологи, которые начали раскопки. Какие молодцы. Смотри, боже мой. Да? Что там? Да. Голова вот этого человека находится в Салониках. Там вот такое там. Сейчас все обалдеют. Да. Мы что, на Слоны, самом деле мамонты. неправильно пошли? Катя, А. ты, кажется, прошла. Иди сюда. Иди сюда, люди же должны знать, как с чего начиналось. Смотри. Как человека за миллионы лет, 2,5 на секундочку, ты понимаешь, выравнивало. Раз, и все. Ты, ой-ой-ой. А вот это вот. Круговорот амебы в природе, смотри. Бань-б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 ань. И человек. Баба. И несложно. Баба. Да и динозавры, конечно. Давайте я сниму курточку. Здесь везде очень даже красиво, тепло. Снимай. Давай Кристиночке. Кристина очень любит твою куртку. Да ты что? Подаришь ей, когда будешь уезжать? А? Подарь? Да. Она у нас добрая душа, на все согласна. Чтоб только кормили вовремя. Да ты что? А, вот она. Голограмма. Ты что, прямо с зубами они жили в то время? Смотри, какие люди раньше были тигровые, какие хочешь. Туристов пруд-пруди. Это не... это, видишь, по векам. Находили... Садись сюда попой, туда нельзя наверх. Надо садиться. Вот так вот, как папа.
Все, иди и смотри сама аккуратненько, давай. Оп, молодец. Каким способом вот они Ага, охотились за слонами. Прикол. Миланя, садись, смотри кино. Смотри, уработали. А вот и та пещера. Все, дальше нельзя. Дальше, Миланюшка, дальше нельзя. Дядя говорит, дальше нельзя. Просто сиди и смотри. Смотри, Елисей, смотри, какие люди. Это ты с Ульяной. Не можете поделить, чей камень. А это папа с Маратом что-то готовит. А это мама. Красивая, ты видишь? И не поменялась. Миланюшка, туда нельзя. Ты видишь, отсюда лучше видно. Все. Кино не будет, извините. Сейчас начало будет. Черепахи, видите, дети, какие были? Черепахи со времен динозавров сохранились. Косточки маленькие, зубы. Дети, руками не трогать. Елисейка, ты видел этот череп? Он уже прямо аж окаменел. Видишь? Не-не, это не у человека, это Гиена. может быть. Миланечка, нам сюда. Нам сюда. Катя, ты кино снимаешь полноценное? Снимай. Засада. А вот, даже в те времена задом нельзя было поворачиваться всем нормальным. Вот тебе все. Отжарили. Все, Все, пошли. это мы уже видели. Пойдем, Миланя. Это бивень мамонта. Это не мамонта, это носорог. Носорога. Видишь, это носорог, это лошадь. Это вот все лисы, волки, львы, непонятно, что вот это, не узнаю его в профиль. Что это за? Медведь. Ну такое себе. Это уже козы, да? Наши знаменитые козы. Да, да. Без них мы бы не выжили. Это медведя зубы. Ничего себе. Ничего себе, да. Елисейка, смотри, это зубы медведя. Да. Представляешь? Это вот в пещере нашли, видишь, написано даже. Кристина, можешь прочитать вот это кого? Это, ты не поверишь, это тоже медведь. Это все Остатки медведя, остатки, видишь? да. Древнего? Ну, из пещеры. Это оленя, да. Ульяночка, тебе штаны понравились? У ребенка вкус есть. А тут вот именно, видишь, земля. Слои, да? Да. То, что мы видели. Да.
А, вот показано, как она родилась, эта пещера. Все. Пальчиком, да. Миланька, передай всем привет. Короче, друзья, все души с хорошим настроением для вас побывал сегодня. Я даже не знаю, как это назвать. В удивительном месте. Макнуться в такую глубину. Чу. У меня тоже с фантазией полный порядок. Чуть с ума не сошел. Короче. Что, куда мы дальше сегодня поедем? Но это уже будет другой передача. 2 храма будет. Прямо 2 А храма? может, здесь еще прокатимся по горам? Хватит. Да я тебе говорю, тут снимать не переснимать. Всем пока-пока. Любим, обнимаем и таки целуем. До встречи. Чао. Эх ты, друзьяки. Ну, Катя, ты, я тебе говорю, меня прямо размотала сегодня. Хотя я и со вчера не смотался. Кто-то тоже поехал, наверное, в пещеру. Пантек? Перек, по-моему. Пантек, Перек. Короче, понтийский ресторан. Ребята, не благодарите или благодарите. Оператор говорит: Сережа, ты что, забыл, что у нас кулинарный канал, поэтому мы вам покажем понтийскую кухню. Выезжая из этих пещер, 12 километров 7 минут, и вы уже на базе. Это такая Кристина, красота. перек? Перек, понтийский. Тут и кухня понтийская. Естественно, мы ради этого и приехали. Ура! Так что сейчас будем Пробовать. рекламировать своих земляков. Катюша, а у нас нет на канале рекламы, у нас есть рекомендации. Поэтому рекомендацион, ребята, вам сюда. Этот автобус едет сюда. Пошли быстрее делать Быстрее заказ. занимайте места. Оператор, валим. Он не сюда, он в пещеру, успокойся. Катя, да какая пещера, он по кругу сейчас сюда зайдет. Ты думаешь? Да век на лодке не кататься. Сережа, нет. Да я шучу, здесь места хватит на всех. Ты машину посмотри, закрыл? какой он красивый. Да здесь никто ничего не трогает. Ждать. Ждать. Мальчик, ждать. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Боже, Кристиночка, вы пока поболтайте, мы 2 секундочки сейчас только, если не ошибаюсь, нам Боже по мой, прямой. какая красота. Катя, смотри, курятник у людей свой, Пахнет. значит, яичница настоящая, греческая, понтийская. Огурцы растут прямо именно что в садах Семирамиды. Посмотри, какой мелкий виноград. А арка Ты какая чувствуешь из такой него? аромат? Что это? Я не жасмин знаю. или что? Боже Лесами мой, какая пахнет. красота. Вечером, наверное, музыка живая. Очень красиво. Нет, там люди есть, Катенька, ты шо? Просто сегодня такая погода, что все греки сидят внутри. Ну, я Слушай, так счастлива. это прямо ресторанище с салфетками, со всеми делами. Слышишь, тут столько людей? Ты видишь, какой он большой? Тут и Катя, банкетный хочу зал. сказать тебе, что он не Тут, маленький. наверное, и свадьбу можно отпраздновать. Да что угодно. Кристина сказала в хорошую погоду, а спасибо моему зоркому. Вот там вот где-то Салоники, окраина. Птицы поют. А море какое? А где море? А, вон. Ты что? Катя, спасибо моему Орлиному не пропадешь, я тебе все покажу. Дорогу, все, что хочешь. Блин, мы через такие пару деревень проезжали, это просто на голову не налазит. Нереально красивая. А беседка какая. Вот наш огород именно позволяет дома вот такую себе красивую Да, построить. вот это, конечно. Отдельно И вот стоячую. там я еще видела, как... Зачем нам отдельно стоячую? А куда ты хочешь, к дому ее припердолить? Стекла вот так вот закрываются. Это тоже очень удобно. Вот это Посмотри, я... этот ресторан, здесь то же самое. Так Они я тут раздвигаются и сдвигаются. Вот в таком стиле мне нравится. Фотографируй, Сережа. Катя, ты оператор, у тебя и фильмоскоп в руках. Делай фотографию. Сережа, строим беседку. А, вот тебе и зал банкетный. Ты за это говорила? Блин, шикарный вид. Тут в таком месте, если я раз расписался, то на всю жизнь. Там свиньи. Ты что, тебя проглючило? Я тебе не проглючила. Вон, смотри, ты видишь поросят? Катя, тебя надо покормить. Сережа, ты видишь фонарь вдалеке? Фонарь вдалеке видишь? Красный цветок. И вон там ходят большие свиньи. Походу, у меня не такое соколиное.
Ага, нифига не соколиная. Вон там большая мать ходит. Да шучу, я вижу, это дикие кабанята, А как дикие елки-палки. кабанята? Ну как дикие? Ну, дикие? Ну, идем проверим. Куда ты пойдешь? Иди сюда, я знаю дорогу. У нас дети разбежались, как горох рассыпались. Может, позовем их? Кого, детей? Ну да. Тогда они их распугают. Ну, зато Идем сначала, нет, снимем аккуратненько, а потом позовем, конечно же, покажем и детям, и всем. Ты видишь, Катя, я, как это, блин, я в ногах чистых рек, потому что я не знаю, ну точно знаю, что дорогу знаю. Они сами идут. В ногах Ох, он грек. размер какой. Это что, не прелесть? Проход. Вот мне нравится такой стиль. Ты что, смотри, я же тебе говорил, дикие, бегом они валят. Замолчи, замолчи. Ты испугал. Так я сейчас за своего проканаю. Боже, какие они... А кто это? Сережа, ты нормальный человек? Чтобы они не подумали, что я свиноматка, и Давай, сейчас не давай, начали всё, меня всё, обсасывать. Что? Пошутил и хватит. Не, у них там свинарник. А чего они ходят тут? А потому что это еще маленькие. Не... Катя, не ходи по копанному. Катя, не ходи по... Катя! Ты что, дикая, что ты ржешь? Побежали. Да ты своим смехом всех свиней в Греции разогнала. Ты посмотри, да это нет, это дикий, какой свинарник. Катя, у них там забор. Обалдеть, я в шоке. У них там забор. Сережа, ты посмотри, они там совокупляются прямо. Как? Вот так прямо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, это Так, а где просто именно? Только что было? Жарились? Совокуплялись. На этой благородной ноте и закончим. Иди детей приведи. Ой, там столько малышей, боже мой! Это что? Прямо на самом деле библейские картинки. О, автобус уехал. Слава Богу. Это лиственница. Может быть. Как может быть, если я тебе говорю, что это лиственница? О, Дети! Елисей! 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 Идите сюда! пусть не бегут, потому что распугают. Ты уже своим смехом уже успела. Правда. Тишина. Идите спокойно. Сейчас обалдеете. Спокойно идите. Посмотрите, что вы видите. Это... Что? Кабанята. Ты видишь, Ульяна? Вон, присмотрись. Смотри, вон идет. Видишь поросенок? Да. Но они здесь мелковатые. У нас прямо... Да это малыши. Потому что это дикие. Это не домашняя свинья. Это дикие Вон, смотрите, карликовые мамочка кабаны. идет с малышами вот там. Так вот там малыши. Катя, А их там это семьи. слышишь? А вот та вот может и нагорнуть. Чего? Ты знаешь, как свиньи своих поросят защищают? Ты что? Вот то, что я тебе иногда пару раз так то покажется цветочками. Здесь нет. Вот тут хорошо видно этих кабанчиков. Прямо. Ты что, Катя? Ты каким сегодня одеколоном себя обшикала, потому что они все сходятся. Они просто все сходятся. С какими-то кабанячими феромонами? Ульянушка, иди смотреть. Убежала. Ну ладно. Слышь, может, они нас за своих уже принимают? Тебя тоже. Просто он табун. Кабаны идут на водопой, ты понимаешь? Муха греческая, ну вали. Класс. А куда они все сходятся? Слушай, вот эта сиська больше, чем Скажи мне, все чего остальное. они все идут? Я тебе говорю, к нам, Катюш. Тут в Греции так Ну, ты принято. видишь, Когда что они со всех сторон. кто-то из Одессы приезжает, Ага, их встречают кабаны. тут встречают их все, вся Греция, не только кабаны.
Ой, там прямо сосет. Смотри, смотри, смотри. Это понтийское Это вообще... гостеприимство называется. Ты посмотри. От елки-палки. Фильмоскоп не увеличивает. Ты видишь? Ага, улеглась. И погнали доить. Ты посмотри, что они делают. Я не могу. А ты тут канаешь за собой, я тебе говорю. Особенно в белом. Ты шо? Здорово, Ахиллес. Или как, Димитриус, как вот? Здорово, поросята. А потому что, Катенька, от нас дружелюбство исходит. Вот они и подходят. Вот, смотри, она ведет свою ораву сюда. Елисеюшка, только тихонечко подойдите. Тихонечко. Смотри, здесь все поколения идут. Кристина, это что-то вообще нереальное. И большие, и маленькие. Какие они хорошенькие. А малыши какие, смотри, застыли. Елисей, стань чуть-чуть писюном подальше от забора. Чтобы они не перепутали ничего. Смотри, малыши. А я вообще уже не знаю, кто тут на кого приехал смотреть. Я думаю, что это кабаны на нас. Смотри, они бегут на самом деле все. Ой. Миланя, ты видела? Кто это, Хрюшка? Как Хрюшка делает? Ну, так медведь делает, а Хрюшка как? Делают хрю-хрю, хрю-хрю. Комар опять под глаз укусил. Почему они не вот так не делают? Делают, И послушай. так делают. Мальчики так, девочки так. Боже, розовый нос у одного только. Да. Ой. О, Научилась. не, вон у второго. Ну тоже. пойдемте что-то понтийское поедим. Ручки нельзя сувать. А то нечем будет кушать, Ульяна. Но меня вот это восхищает, вообще вся вот эта вот картина. Ты посмотри. А? Кристиночка, а что в понтийской кухне вот такое именно, чтобы именно раз, как у нас в Одессе форшмак? Не надо. Пита, Ага. такая круглая, которая внутри есть или сыр, или разные овощи. Это из самых Все, известных. 2 порции. Пошлите, детвора. Миланька, идем. Ну и что вы сейчас с ним будете делать? Они вылезут, мы пришли, они тут гуляли. Вот здесь? Да. Милань, мы с тобой умные, пошли. А что делать дальше? Он сейчас убежит. А теперь надо меняться. Теперь кто-то из вас должен залезть туда. Ой, вышел. Надо сказать. Катя, ну ты же видишь, что какое зеркальное? Там стадо. И тут. Дети к детям, тоже. слышишь? Ням-ням, скажи, пошли. Принцесса, руку или сама? Я понял тебя. Ты что, хозяйка своей жизни? Идем. Может, на улице сядем? Можем и на улице, в принципе, не могу сказать, что холодно, на воздухе. Давайте. Давай на Печка улице. такая. Чего нет? Прям смотри, Ой, я Катя. прям все хочу. Это что, грибочки там у них Не знаю, капуста вот замаринованы? эта их, которая Понтийская традиционная. известная? Да ты что? Нет, дети, мы будем здесь кушать там не всё. мороженое. Что? Где хотите. Присаживайтесь, где хотите. Заходим. Давайте на улице. С нашим Блин, кагалом пахнет едой. и маленькими поросятками на улице будет комфортно. Катя, Смотри, как красиво. очень красиво. Да ты что, хотя бы иди сюда, сделай экскурсию. Знаешь, тут А, или будем внутри, не А знаю. чего ты, посмотри. вид там красивый. Посмотри, дрова, тут так красиво.
Это сиртаки? Как греческий танец? Или серваки? Это не сиртаки, это понтийский танец. Понтийцы по-другому танцуют? Да, вот наша лира, кстати. Это понтийская лира. Ага. Вот. А, вот это лира, вот это музыкальный инструмент? И не скрипка, и не гитара? Катенька, иди посмотри, какой удивительный камин. Я сколько путешествую, ну как сколько? Только начал. Первый раз такой вижу. Ты видишь, он по кругу. Обалдеть. Будь здоров, сынок. А вон там кухня, раздача, выдача. Давайте поедим. Еще есть на второй этаж. Смотри, везде. Ага. Это что такое? Это плуг. Сюда валунов запрягали, да? Это плуг. Вот так вот раньше орали землю. Какой у нас на барахолке проплывает. Древняя греческая, наша понтийская. Все нормально, РТ. Артефакты. Сика лампадка интересная и не одна. О, да ты что? Мы что в Архимусе, Катюша? И главное, знают, что делать надо. Да. Слышишь? Милане, ты бабушке звонишь? Все, давайте здесь. Ты что, он, смотри, сколько еды понесли. Боже мой, здрасте. Катя, котлеты какие-то известные. Да ты не то снимаешь, вот такого размера еда. Иди посмотри, что они понесли, я хочу вот тут 2 порции. Я не пойду туда к людям. Эх ты. Занимайте позиции здесь по центру. А? Я согласен. Идите руки мыть, Катя, став на паузу. Ох, сейчас поедим, так поедим. А, это не огурцы. Ковшики для бани. У нас, и не только у нас, липоване вот такими пользуются, как черпаки. Какой-то ресторан-зоопарк. Кабаны, куры. Все, что хочешь. Да ты что, еще и без хвоста? Ты что угорелый так орешь? Ты понял? Порода без хвоста. Да понятное дело. Самый красивый. Ну ты вообще жопу. А вот та вот любит очень яйца нести. Видишь, спина лысая? Это не вот та вот под забором, видишь? Стриптизерша вот та. А почему? А потому что ее петух топчет. И все время у нее там вот шерсть не может вырасти. Почему та вся волосатая? А та не очень любит яйца нести. Это как в жизни. Тут молотки. А не, хотя у них общий вольер. Курятники. Яйцами пахнет. А нет, все-таки огурцы. А если долго их не срывать, то получаются вот такие вот штуки. Помидоры вон. Понятно. Все, Елисей, мы когда приедем, я тоже наши огурцы срывать не буду. Потому что, может, вот такое что-то получится. Реально? Да, я тебе говорю. Офигеть. Ты что, не, офигеть, вот это вот микада. Высокогорная. Это вот такие огурцы. Да нет, шучу, сынок, то огурцы, а это вот отдельно. То ли это не кабаки, как-то по-другому называется. Ну, в агромаркете по-любому должно быть такое, надо не забыть запомнить и такое купить и тоже посадить. Ладно, первого нет, в Одессе поедим. Хорошо, а что тут, давайте уже закажем. Залезай, на, будешь пить водичку. На тебе самый лучший стульчик, самый красивый, самый белый. Как мама твоя любит. Смотри, садись. Опача. Вот, Кристиночка, наливай. traditional local pie, какой-то пирог традиционный. А, да, это есть. Где Вот же, любовь это моя? надо заказать. Здесь все с козьим сыром. Меня зовут твой папа, и я буду сегодня твой официант. Много чего. Греки же кушают Все с сыром. все с Конечно же. именно, да. Давай чин-чин. У нас сильно не употребляют.
Зеленый салат. А почему это все с козьим сыром? Потому что это более Что здесь? качественно. Сейчас будешь кушать. Почему у меня сыром не Давай вилочку пока положим. Привыкли питаться. Митболс. Вот эти котлеты, которые ты... Большие, вот мне такие закажи, просто очень хочется. Катя, я не шучу. Вареники. Traditional pasta filled with feta. Ты тоже будешь ням-ням. Сейчас она нам скажет, что Манты. именно ихнее. Вот, как тебе сказать, именно они готовят с сыром. Сыр или трава с сыром? Или же помидор, оливки, тоже этот сыр. Με παστούβα, δεν ξέρω τώρα αν ξέρετε τι είναι παστούβα. Они большие? Или аркета Είναι 8, είναι Да, σαν да, πίτσα. да. Да, Большие? котлета большая, да, 8 кусков больших. Давайте О. возьмем помидор и сыр, да? Да. Да? Με ντομάτα και ελιάτα μας Τυρί, ντομάτα, πάρεις. λιάρικα. Ναι. Μία 8 κομμάτια. 8 кусков, такую. А есть меньше? Так Или хватит бачки на πιο 8. μικρό. Υπάρχει μετά 2 κομμάτια. Το 1/4 είναι πολύ μικρό. Για να φάτε όλοι από ένα. Есть еще совсем маленькие, 2 куска. А μήπως να κάνουμε για να διάφορα ή Θέλετε όχι? να κάνουμε, ας πούμε, 3 είστε. Да давайте большую, что? Съедим, они же Не тонкие. тратить Να человеку κάνουμε τρία время. διαφορετικά. Хочешь 3 разные сделать, чтобы попробовали все вкусы? Давайте. По маленьким, но 3. Договорились, все. Κάντα ξεχωριστά να το Ωραία. δοκιμάσω. Να κάνω ένα με τυρί, ντομάτα, ελιά. Θέλετε να κάνω ένα με κοινά κασέρι και ντομάτα. Ναι. Και να κάνω και ένα με μανιτάρια, τυρί, κασέρι, Вы ντομάτα, грибы μανιτάρια. кушаете? Мы кушаем. Дети не кушают, разберемся. Хочешь водичку? Κάνουμε και τα ζυμαρικά μας, ένα βαρένικα και ένα μαντί. Манты это они сами. Обязательно. Обязательно, мы чтобы мы именно берем. во всех Потом блюдах давайте- прониклись пантийской кухней. Και απλά περιμένετε από καφέ. Нет. А есть лапша или рис? Παρεμπιπτόντως μήπως... Εμείς κάνουμε εδώ δικές μας. Ναι. Μία μερίδα χειροπίτες, μία μερίδα μαντί. Ναι. Θέλετε κάποια σαλατούλα. Салат какой-нибудь. Сейчас. Мидболы заказали? Είχατε κάτι μπιφτέκια πήγατε τώρα, Και περάσατε. στεδάκια στο φούρνο πατατούλες είναι. Ναι. Ναι. Να βάλω και μία μερίδα τέτοιο. Тебе котлеты обязательно эти, да? Обязательно, да. Я же мужик. Спасибо огромное. Так, Блин, этот перевод меня убивает. У вас очень Нормально. хорошо получается, Кристина. сейчас я тебе разрежу. Смотри, это с чем? Приоткрываем. Ай, грибы. Может, если нам какая-то понравится, А можем вот это вот. большую заказать. Да. А это с фаршем. Я поэтому сказала маленькие куски, чтобы... Секундочку, а это Кристиночка, а помидоры. как вот то традиционное блюдо с фаршем, который фарш, картошка, сыр? И баклажан. Вы заказали? Мусакас. Нет, мы его пробовали. Я хочу, чтобы мы его с Маратом приготовили, поняла? С Кристиной Просто приготовим. название мусакас. То с вами мы будем гулять по историческим местам, потому что... Нам нужно часов 6, чтобы приготовить это. А, это так долго. Все, поэтому как это? Нам лучше вашими губами, чем руками. О. Вы когда вещаете, говорите вот это за Грецию, рассказываете, оно в разы приятнее, чем мы будем просто готовить 6 часов мусака. Миланечка, пей сок. Там такая кухня огромная, большая. Печки. Второй этаж. Вообще классный такой мощный ресторан. Так мы не пойдем туда? На второй этаж? Да. Так, Катенька, там нечего делать. Я тебя привел показать такие тарелки. Ой, Прямо ляганы греческие. Катенька, медленно снимай, ты посмотри, какой орнамент красивый. Спасибо, очень вкусный сок. Очень вкусный сок. Я подниму трубочку, подниму.
А это вот так вот было раньше? Ну да, видишь, печка, наверное, что-то Я на такое. печке люблю. Наверное. Вид какой, видели, какая красота? Ой-ой-ой-ой-ой, вот как я люблю. Мидболы. Котлеты. А одной порции? А? Им хватит одной порции? Кого? Макарон? Да они уже наелись лепешками. Thank you. Thank you. Handmade pasta. Супер. Сразу 2 ложками. Ага. О, добавочка. Ой, а я хотела тzatziki, это вот это и вот я хочу греческий манты, как пельмени. Είναι εύκολο ένα τσατσίκι να μας φέρετε. И греческий салат. И грек... Και χωριάτι. Ευχαριστώ. Катя, ты что, еще не наелась или ты просто хочешь все Серёженька, у меня дегустировать? много детей, и мне всем им нужно, понимаешь, вот всего понемножку положить. Ты так сказала, что аж заплакать захотелось и пожалеть тебя. Ёлки ты палки. Ладно. А меня там в комментариях все время поправляют, что я не говорю у нас. У нас с тобой много детей, поэтому нам им всех нужно накормить. Ребята, спасибо вашим комментариям, может заживем нормально. Полноценной жизнью, ёлки-палки. Миланя Ты что, говорит, оделась надо в белое и дуть? командует? Будем дуть? Да? Как Миланя будет дуть? Хорошо, как вам греческое вино, красное, сухое, высокогорное? Щеки у меня уже просто зардели, поэтому прекрасно. Сейчас второй стакан, этот самый графинчик закажу. А ты правильно выговорила это слово? Зардели. Зартели, может. С ртом связано, нет? Ладно. Сейчас мы оденем вот такой красивый передничек тебе. Да. Нет, я же не пью, поэтому не забудем, я вам напомню. Сейчас домой заедем переодеться, там Пусть переодеться будет, очень пусть важно, будет да? у тебя. О, дзадзики. Он такой вкуснячий. Мы с Маратом готовили что-то из дзадзики, уже не помню, что именно, но готовили. Йоханый баба, это самый огромный, наверное, греческий салат, что я видел когда-нибудь. Пипец. Оливки просто какие-то вяленые, огромные, мятые. Шедевр. Ох ты шо. Катенька, так я тоже нормальный оператор, елки-палки. Конечно, не такой, как ты, мать, но таки могу. Ого. А это первое заведение, где сыр вот уже на несколько частей был поделен. Обычно большой такой пластиной сбунь выносят и сам себе там отламышат. Очень даже интересная подача. Макароны шедевр. Котлеты наесться не могу. Манты, конечно, больше на наши пельмени похожи. Но тоже очень вкусные. Все домашнее. А это вообще праздник. Можно есть и утром, и в обед, и без хлеба. Что делает моя Катюня? Вчера пошла в магазин по секрету хлеба купить. Ну и купила вот такой штуки килограмм. Утром уже ничего не было. Просто вкусно. И говорят, полезно. Они сами готовят. Что это? Это десерты? Είναι παραδοσιακό καϊμάκι και σοκολάτα που την κάνουμε μόνοι μας και τα Вручную. δύο. Это тоже вручную. Все делается. Короче, это ресторан ручной кухни. Как это еще раз называется? Сам ресторан. Они. Нет, сам ресторан называется Перек. 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 Сам ресторан перек. Ресторан понтийской кухни. Короче, друзья, от всей души и с хорошим настроением. Для вас сегодня побывал в этих понтийских скалах и в ресторане. Меня хорошо видно? Прекрасно, Давай, вот Сережа. пока ты наелась, Ну моя вот ты не хорошая, я даешь мне тебя буду посидеть. учить. Я же сижу, отдыхаю. Слушай, Ага. это как в Камасутре. Нет, ты Всё, что-то путаешь. Я тебя не путаю. Все, искусство любит перемен. Катя, меняемся теперь. А вот теперь повернись ко мне. Ага. Да ты снимал этих свинят, уже сними настоящего. Елки-палки. Друзья, от всей души с хорошим настроением. Для вас хочу сказать от всех вас, Кристиночка, спасибо огромное, низкий поклон. Вы делаете такое, словами не описать, просто. Как оно там, я тебя люблю по-гречески. Сахаристо. Нет. Сагапо. 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 Я и все наши телезрители. И все те люди, которые по нашим стопам поедут к вам. Ребят, не забывайте про вот такие удивительные места. Здесь нет транзита огромного туристов, потому что их
как это, ну табунами привезли, скалы пооблизывали и увезли. А это немножечко дальше, чуть-чуть, да, тут еще не каждый грек знает, где вкусно кушать. Ну это просто меня победила эта понтийская кухня, очень вкусно, все. От всей души и с хорошим настроением для вас наелся одесский Липован. Всем пока-пока. Чао, эх ты. Шикарный вид, туда смотришь, прямо, вот то еда для глаз, ты поняла? Для души, для сердца. А то, что ниже, это ресторан Господи, дай Понтос. послушать музыку, хватит уже болтать, уже просто нет сил. Сагапо.